Всем привет! Вы на канале про хобби «За кадром Ларри» и Ник. 18-19 ноября в Москве прошел очередной фестиваль Игрокон. Название говорит само за себя. Фестиваль посвящен играм, в основном настольным, но далеко не всегда. Сам фестиваль проводится у нас не первый год. И организаторы решили повторить опыт предыдущего года и провести его в гостином дворе. Выбор, кстати, неплохой. Несмотря на обилие посетителей, большой зал гостиного двора позволяет игрокону размахнуться. Вход, как и в прошлые годы, свободный. Если на входе не забрать чуть левее, то за всем шумом и суетой можно пропустить участок зала, в котором расположились иллюстраторы. Так что при случае вы могли не только приобрести что-то из-под их пера, но и узнать контакты интересующего вас мастера. Первое, что встречается посетителю, это ярмарка сопутствующей продукции: значки, открытки, тетради, фигурки. Есть все, начиная от героев известных компьютерных игр и заканчивая персонажами аниме. Эй, мы же вроде не ради этого сюда пришли. Факт. Удивление длится недолго. Сразу за первыми рядами ярмарки начинается главный аспект игрокона – столы с играми. Тут и там раскиданы большие и мелкие прилавки, на которых можно купить игры. Но больше всего территории все-таки занимают игровые зоны, в которых вы можете взять коробку с той или иной игрой и сесть за стол со своими товарищами или с совсем незнакомыми людьми. Здесь всегда есть люди, которые пояснят вам правила. В зависимости от ваших предпочтений посоветуют игру. А если вам не нужен совет, то столов вокруг много. Берите и играйте. На Игроконе можно было наблюдать как игры, которые только собираются к выпуску, так и старые известные бренды, порой с новыми аддонами. И тем, кто хотел попробовать что-то новое, и тем, кто хотели поиграть в уже известные игры, да и желающим поучаствовать в турнирах по своим любимым играм, тоже нашлось место. Стоит отметить, что в субботу народу было поменьше, чем в воскресенье, и нам с Ником повезло, и найти незанятый стол было несложно. А вот аристократ, оказавшийся на Игроконе в воскресенье в середине дня, к сожалению, был вынужден потолкаться в очередях за той или иной коробкой.
про самых маленьких тоже никто не забыл. Для них был выделен существенный участок зала, специальные небольшие столы с невысокими стульями для тех из них, кто решил попробовать свои силы за настольной игрой, а самые активные смогли пострелять из игрушечных луков и арбалетов по мишеням. Так что одними настолками дело не ограничилось. Игрушечные домики с игрушечной мебелью нам тоже попадались на глаза. И уж совсем неожиданно было наблюдать игровые автоматы советских времен, вполне в рабочем состоянии. Кстати, народу у них было достаточно. Организаторы также озаботились и культурной программой. До нее, вероятно, доходили самые стойкие, кто не отсеялся по дороге и не уселся играть в любимые игры или не завис в магазинах, подбирая подходящую настолку. Кстати, его кто не знает? Вам его жалко! Молодцы, им тебя не жалко, вытягивай руку, будем поджигать руку. Тут и там вам могли попасться знакомые и не очень персонажи комиксов, игр и фильмов. Ларри, к примеру, тут же убежал обниматься с Джейком из «Времени приключений». «Ларри, вернись, я все прощу». Варкрафтовский Туриан-охотник вызвал бурю эмоций у посетителей. Его тут же потащили в фотозону. Да и Железный трон из «Игры престолов» вызвал существенный ажиотаж. Для удобства навигации под потолком были развешаны огромные баннеры с указателями тех или иных зон. Но часто ли вы смотрите наверх, будучи на таких мероприятиях? Подводя итоги, можно сказать следующее. Мероприятие было достойное. Несмотря на обилие лавок с сопутствующими товарами, игровые зоны от этого не уменьшились. И действительно, большую часть территории занимали именно они. Приятная атмосфера, доброжелательный персонал. Думаю, посещение Игрокона станет для нас хорошей традицией. А у нас на этом все. Спасибо за просмотр. Поддержите видео лайком, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски, рассказывайте о нас своим друзьям, а мы и дальше будем радовать вас репортажами с интересных мероприятий.